Муссолини – ментор Гитлера и главный вдохновитель фашизма. Но сам же Муссолини часто клеймил нацизм как варварство. Почему он так относился к своему ученику? Сегодня разберем причины и последствия этого конфликта. Вы никогда не обращали внимания, что про союзников Гитлера во время Второй мировой у нас обобщенно принято говорить «фашисты», в то время как в западной массовой культуре обычно используется вариант «наций», то есть «нацисты». Почему так получилось? Для СССР фашизм был дискредитирован уже в 30-х, когда советские добровольцы воевали в Испании против франкистов и итальянцев, а с национал-социалистическим правительством Германии у Союза официально были нейтральные или даже дружественные отношения. Вот пакт Молотова-Риббентропа, а вот немецкая верхушка на параде 1 мая в 41-м. Поэтому, когда после нападения Германии нужно было рассказать, что на нас напали враги, и мы всегда знали, что это все плохие режимы, то фашизм был гораздо более удобным термином. Это не конкретно Гитлер, который как раз и был наци, и с которым мы только что вроде как и дружили, а универсальное зло. В западной прессе все вышло ровным счетом наоборот. Термин «наци» к началу 40-х уже ассоциировался с Холокостом, массовыми убийствами и оккупацией Франции. Логично, что соседствующие с Германией государства начали чувствовать последствия правления Гитлера гораздо раньше, ведь туда бежали и евреи, и просто политически неугодные граждане, которые рассказывали о том, что там происходило. Вообще надо отметить, что в риторике европейских стран гораздо больше упор был сделан на жестокости режима, политических преследованиях и человеческих жертвах, в то время как СССР до нападения на него больше интересовала идеологическая борьба и перспективы распространения коммунизма по всему миру. А термин «фашизм» в англоязычной прессе означал в первую очередь режим Муссолини, который воспринимался как менее жестокий и даже как более смешной и неудачливый союзник Гитлера. Этот момент мы разберем более детально позже. Но тем не менее, хотя после Второй мировой то фашистами, то нацистами обобщенно называют оба ультраправых движения, идеологически они сильно различались. Да, и в фашистской Италии, и в нацистской Германии власть концентрировалась в руках харизматичного лидера, дучи и фюрера соответственно. А государство считалось высшей ценностью, проникая во все сферы жизни. Да, оба режима использовали милитаризм и политическое насилие как инструмент возрождения нации, оправдывая агрессию и войну как способ достижения национального величия. Но фашизм первоначально не был отягощен расизмом или антисемитизмом. Вплоть до конца 30-х годов итальянские евреи считались хорошими гражданами Италии и пользовались равными правами. Итальянский фашизм делал упор на идеи возрождения национального государства и строительства нации, Пакс Романа – воссоздание славы Римской империи, но не провозглашал цели истребления целых народов. Завоевывая колонии – Эфиопию, Ливию и другие, режим Муссолини говорил о цивилизованной миссии Италии и даже в своей агрессивной политике не ставил задач тотального уничтожения покоренных народов. Нацизм Адольфа Гитлера, напротив, основывался на экстремальном расовом превосходстве. В идеологически бурлящий котел Гитлера входили идеи социальной дарвинистской борьбы рас, пангерманизм и открытый антисемитизм. Гитлеровская доктрина провозглашала немцев, арийцев высшей расой, которой предназначено господствовать, и с самого начала ставила цель физического уничтожения неполноценных рас – евреев, цыган, славян и других. Внешне эти планы маскировались эвфемизмами – новое устройство Европы, борьба с большевизмом и так далее. Но вся верхушка власти прекрасно понимала, что под этим подразумевается, и проводила соответствующие законы. Культ государства и вождя был сильным и там, но имел нюансы. Муссолини провозглашал принцип «все для государства, ничего вне государства, ничего против государства». Фашистское государство мыслилось как возрожденная империя, объединенная вокруг фигуры дучи, вождя нации. Если не Муссолини, то кто? В Германии Гитлер перенял этот тоталитарный этатизм, однако дополнил его расовой мифологией и мессианством тысячелетнего рейха. Оба лидера были диктаторами, опиравшимися на единственную партию, тайную полицию и милитаризацию общества. Тем не менее, итальянская диктатура была несколько менее всеобъемлющей. Например, в Италии все еще сохранялась монархия и влиятельная католическая церковь, с которой Муссолини вынужден был считаться.
тогда как нацисты стремились подчинить все институты, а религиозные организации жестко ограничивали. Ну и то же самое с антикоммунизмом, антилиберализмом, антидемократизмом. Оба режима придерживались этих идей дружить против коммунистов, либералов, демократов, но по масштабу политических злодеяний Германия ушла сильно вперед. В начале 30-х годов Бенито Муссолини был гораздо более успешным и влиятельным политическим лидером, чем Адольф Гитлер. С 1922 года Муссолини возглавлял итальянское правительство и к 30-м превратил его в первую в мире фашистскую диктатуру. У него была стабильная власть, монополия на СМИ, развитый культ личности, поддержка армии и короля. Гитлер в это время лишь лидер маргинальной партии и только набирает политический вес. Муссолини считался на тот момент сильным лидером, который навел порядок, и даже на Западе его воспринимали как эффективного реформатора. Его хвалили в The Times, Le Figaro, с ним встречались Черчилль и Рузвельт. Он был символом порядочного диктатора, по крайней мере до нападения на Эфиопию в 1935-м. А Гитлер был малоизвестным немецким радикалом, который откровенно восхищался Муссолини. Еще в 1923 году, находясь в тюрьме после провала пивного путча, Гитлер написал Муссолини письма с просьбой прислать фотографию с автографом на память. Однако Муссолини игнорировал эти послания. Дуччо полагал, что германский нацист лишь подражает его идеям, не имея ни власти, ни авторитета. Когда в январе 1933 года Гитлер пришел к власти в Германии, Муссолини реагировал двояко. Публично он поприветствовал назначение Гитлера рейхсканцлером, ведь это выглядело как победа родственной идеологии и удар по коммунизму. В то же время в частных беседах Муссолини относился к новоиспеченному фюреру с недоверием. Итальянский диктатор не спешил сближаться, его настораживали агрессивные расовые выпады нацистов и непредсказуемость Гитлера. Первая встреча двух диктаторов в июне 1934 прошла откровенно плохо. Муссолини, желая показать независимость, отказался от переводчика и пытался говорить по-немецки, но почти не понимал Гитлера, изъяснявшегося на австрийском диалекте. Гитлер, нервничая, впал в длинную тираду, 2 часа без перерыва пересказывая содержание Mein Kampf и свои взгляды. Дуччо было скучно и досадно. Позже в кругу соратников он назвал Гитлера буйным сумасшедшим, болтливым монахом и чрезвычайно опасным идиотом. По свидетельству дневников Чиана и мемуаров любовницы Муссолини Колоретты Питаччи, Дуччо тогда охарактеризовал фюрера презрительно, как сексуального дегенерата и несостоявшегося живописца. Оба лидера разъехались из Венеции крайне разочарованными в друг друге. На тот момент Муссолини по-прежнему считал себя главной фигурой в фашистском лагере, а Гитлера – неудобным младшим партнером, склонным к безумным идеям. В середине 30-х их отношения еще более осложнились из-за австрийского вопроса. После Первой мировой Австрия была независимым, но слабым государством. В ней существовало 2 лагеря – патриоты, желавшие сохранить независимость, и пронацисты, мечтавшие о присоединении к Германии, так называемый «аншлюз». К 1934 году в Австрии правил Энгельберт Дольфус, авторитарный лидер, вдохновленный фашизмом Муссолини, но резко антинацистский. Он запретил нацистскую партию в Австрии и нажил этим врагов как внутри страны, так и в Берлине. В июле 1934-го вооруженные боевики СС ворвались в здание правительства, убили Дольфуса на глазах у его жены и детей и попытались захватить власть. Однако попытка провалилась, армия осталась верна республике и путч был подавлен. Дуччо был взбешен. Дольфус был его личным союзником и другом. Италия рассматривала Австрию как буферное государство между собой и Германией. Он подозревал, что за путчем стоял Гитлер, и недвусмысленно дал понять, что не потерпит аншлюса. Он немедленно стянул итальянские дивизии к Бреннерскому перевалу на границе, фактически пригрозив войной, если Гитлер посягнет на Австрию. Так как Гитлер был только год как у власти, он вынужден был отступить. Австрия временно сохранила независимость под покровительством Италии. Муссолини в тот момент торжествовал. Он показал немцам, кто главный в Центральной Европе. Фюрер затаил обиду, но вынужден был считаться с Италией. Муссолини в это время скорее склонялся к союзу с традиционными великими державами – Францией и Британией – против немецкого ревизионизма. Именно так возник фронт Стрезы – конференция 1935 года с участием Италии, Англии и Франции, посвященная общей встревоженности по поводу нарушения Германией Версальского договора и восстановлением Гитлером всеобщей воинской повинности.
Таким образом, отношения Гитлера и Муссолини до середины 30-х были холодными и настороженными, если не сказать враждебными. Критической точкой изменения отношений стал визит Муссолини в Германию в сентябре 1937 года. Гитлер устроил для Дуччи грандиозный прием, буквально осыпав его почестями. Визит был продуман до мелочей. Вместо скучных переговоров – бесконечные парады, факельные шествия, митинги, толпы ликующих немцев на улицах. 2 поезда, на которых ехали диктаторы, шли параллельно через украшенные города. Кульминацией стал гигантский 100-тысячный митинг на Берлинском стадионе, и это несмотря на проливной дождь. Муссолини выступал по-немецки, ощущая себя на вершине триумфа. Позвонив в Рим, он взволнованно сообщил любовнице Кларе Петачи: это был полный успех. Особо Дуччи впечатлило то, что в личном кабинете фюрера на самом почетном месте стоял бюст Муссолини. Историки сходятся в том, что Дуччи был загипнотизирован этим визитом. Его покорили восторги немецкой публики, немецкая военная мощь и показное почтение со стороны Гитлера. По ходу встречи Дуччи торжественно заявил: когда фашизм выбирает друга, он идет с ним до конца. Во время этого визита Муссолини окончательно решил связать судьбу Италии с судьбой Третьего рейха. Уже в октябре 1937-го Италия присоединилась к антикоминтерновскому пакту, в котором до этого состояли Германия и Япония. Это был, по сути, антисоветский союз, направленный против Коминтерна, международной организации коммунистических партий под контролем Москвы. Формально это был договор о противодействии коммунистической подрывной деятельности. По факту, Рим окончательно ушел от сотрудничества с Британией и Францией и встроился в ось Рим-Берлин-Токио. К концу 30-х расстановка сил в отношениях между Гитлером и Муссолини развернулась на 180 градусов. Если раньше Гитлер воспринимался как ученик Муссолини, который имел репутацию жесткого, но эффективного реформатора, то после того, как Гитлер восстановил экономику, армию, провел ремилитаризацию Рейнской области, Германия стала гораздо более влиятельной, чем Италия. Муссолини начал отставать и откровенно завидовать Гитлеру, хотя фюрер умело манипулировал его тщеславием. Ярким эпизодом стал Мюнхенский сговор, куда Гитлер пригласил Муссолини как равноправного участника переговоров с Британией и Францией. Гитлер уже решил вопрос аннексии Судетской области силой, но Муссолини был в восторге от того, что его признали посредником и ведущим игроком на мировой сцене. Несмотря на заключенный в мае 1939-го пакт Стали, официальное название «Договор о дружбе и союзе между Италией и Германией», Муссолини не горел желанием немедленно воевать. Он понимал, что Италия не готова, экономика слаба, армия плохо обучена, а техника устаревшая. Дальше проявилось, что военное сотрудничество было сковано недоверием и несогласованностью. Несмотря на пышные речи о братстве по оружию, Берлин и Рим зачастую действовали самостоятельно, иногда даже вопреки друг другу. Так, итальянцам не сообщили заранее о пакте Молотова-Риббентропа с СССР, поставив их перед фактом. Не предупредили и о скором нападении на Польшу. Позднее тоже повторилось и с началом войны против СССР. Муссолини узнал о скором нападении буквально за несколько дней до его начала. Эти дипломатические забывчивости немцев были сознательной линией. В Берлине уже не надеялись на реальную крупную поддержку союзника и предпочитали действовать самостоятельно. Когда Германия напала на Польшу 1 сентября 1939 года, Дуччи не поддержал союзника и объявил так называемый невоюющий статус – итальянский эвфемизм для нейтралитета. Частных переговоров с немцами Муссолини просил отложить войну на 2-3 года, чтобы Италия успела перевооружиться, но Гитлер проигнорировал это. Лишь когда Франция оказалась на грани поражения, Муссолини решил, что пора вступить в бой, чтобы не упустить свою долю добычи. 10 июня 1940 года Италия объявила войну Франции и Британии, когда французы уже практически капитулировали. Это был приспособленческий шаг. Дуччи хотел иметь место за столом победителей. Гитлер отнесся к этому с пониманием, хотя реальной помощи от Италии в 1940-м уже не требовалось. Италия также часто действовала без оглядки на своих союзников. Так, осенью 1940 года Муссолини, никого не предупредив, начал авантюру на Балканах и напал на Грецию из Албании.
Эта кампания обернулась катастрофой. Греческая армия отразила удары и отбросила итальянцев. Об этом эпизоде я рассказывала в ролике по истории Греции. Гитлеру пришлось срочно спасать союзника, и весной 1941 года вермахт вторгся в Югославию и Грецию. Но это нарушило планы самого Гитлера, отодвинув начало операции «Барбаросса» против СССР на несколько недель. Гитлер позднее в сердцах сказал: «В этом нереальном мире есть лишь одна реальная вещь – ненадежность Италии и Муссолини». Похожая ситуация сложилась и в Северной Африке, когда итальянские войска вторглись в Египет, но британцы нанесли им тяжелое поражение. Опять понадобилась помощь немцев, и Гитлер отправил африканский корпус генерала Роммеля, и командование фактически взяли на себя немцы. Роммель не слишком доверял итальянским генералам. Чем дальше, тем больше вылезали проблемы. Военная слабость Италии и ее поражение подтачивали союз. Хотя фюрер по-прежнему уважал Муссолини лично, и даже в 1942 в своем волчьем логове он превозносил Дуччо, называя его человеком, который поразил большевизм в самое сердце и доказал, что можно сплотить народ на национальной идее, на практике Гитлер все чаще принимал важнейшие решения, не ставя Муссолини в известность. К 1942-1943 годам положение Италии в войне стало катастрофическим. Поражение под Сталинградом затронуло и итальянскую армию. Войска Оси также потерпели поражение в Африке. В Италии росло недовольство войной и Муссолини. Кульминация разрыва наступила в июле 1943 года. После высадки англоамериканцев на Сицилии итальянский король и Большой фашистский совет сместили Муссолини с поста и арестовали его. Италия фактически вышла из войны. Новое правительство начало тайные переговоры с союзниками. Для Гитлера это стало ударом и предательством, но Муссолини он не бросил. В сентябре 1943 года по приказу Гитлера немецкий спецназ провел какую-то невероятную операцию и освободил Муссолини из горной тюрьмы. Гитлер встретился со спасенным Дуччо и настоял, чтобы тот возглавил марионеточное пронацистское государство на севере. Так была создана Итальянская социальная республика, также известная как Республика Сало. Формально Муссолини вновь стал Дуччо, продолжив войну уже против своих бывших итальянских подданных на стороне Германии. Фактически же это был последний жест личной лояльности Гитлера по отношению к Муссолини. Фюрер не желал признавать, что союз Оси распался, и до конца ценил символическое значение фигуры Дуччо. Тем не менее, Муссолини в последние месяцы войны пребывал чуть ли не в депрессии, понимая, что стал тенью при немецких оккупантах. Военное сотрудничество Германии и Италии в 1943-1945 годах свелось к тому, что верные Муссолини части вместе с вермахтом пытались сдерживать наступление союзников на Апеннинском полуострове. Но сопротивление было упорным, итало-немецкие войска постепенно отступали к северу. Весной 1945 года остатки немецких и республиканских итальянских сил были разгромлены в Северной Италии. Муссолини, пытавшийся бежать в Швейцарию, был схвачен итальянскими партизанами и казнен 28 апреля 1945 года, за 2 дня до самоубийства Гитлера в Берлине. Так трагически завершился их союз. Отношения Гитлера и Муссолини были полны взаимного недоверия. На публику это была безусловная декларация верности и частые знаки персонального уважения. Гитлер до самого конца называл Дуччо своим другом и даже во время последней встречи в 1944 пытался приободрить подавленного Муссолини. Но на деле постоянно проявлялась разница возможностей и интересов. Сначала Гитлер был для Муссолини фигурой не по рангу, потом наоборот. Германия вынужденно нянчилась с более слабым союзником, часто поправляя его ошибки. Хотя Муссолини и презирал изначально нацизм и считал Гитлера выскочкой, фанатиком и извращенцем, но из-за зависимости от Германии он все больше прогибался под его идеологию и вводил все те же расовые законы. Он пошел на сделку с дьяволом и, как это бывает в таких сделках, в итоге оказался обманутым. Его мечты о равноправном партнерстве рухнули. Италия стала второстепенным придатком Германии. Союз двух диктаторов оказался недолговечным браком по расчету.